Сегодня постараемся приготовить очень вкусный ужин. Я, правда, когда начинал его готовить, немножко побаивался. А впрочем, досмотрите до конца, узнаете, что же я побаивался и что из этого получилось. Всем привет, друзья! Итак, для начала берем небольшой пучок зелени, в моем случае это петрушка, и стараемся ее очень хорошо измельчить. В тарелку к измельченной петрушке вначале берем 3 зубчика чеснока и пропускаем их через чеснокодавку. Сюда же добавляем немножко соли, немножко черного молотого перцу, их добавляйте по своему вкусу. Дальше в тарелку нужно добавить 1 столовую ложку горчицы в зернах. Затем в эту же тарелку нужно взять твердый сыр, который будет плавиться, и натереть его на крупной терке, примерно 25-30 грамм. И в самом конце сюда нужно будет добавить 1 столовую ложку кетчупа. И после этого все, что есть в тарелке, нужно будет очень хорошо перемешать. Ну а дальше нам нужно подготовить куриное филе. Берем 2 куриных филе, нужно их будет хорошо вымыть, удалить весь лишний жир, а затем вот таким вот образом, как показано в ролике, нужно их будет прорезать, не разрезать полностью, а всего лишь прорезать и разложить так, чтобы получился один большой пласт из куриного филе. Затем разрезанное куриное филе нужно будет посолить и поперчить, соль и перец добавляйте по своему вкусу. После этого берем ровно половину начинки, той, что мы готовили. Вот таким вот образом, как показано в ролике, укладываем его на филе. Ну а затем все складываем обратно, таким образом, чтобы получилось филе, как будто бы мы его не разрезали. И у нас получится фаршированный кусок мяса. Верхушку вот этого мяса мы немножко посолим и поперчим. Ну а со второй половинкой нужно сделать точно так же. Ну а дальше мы будем делать то, о чем я немножко побаивался. Берем слоеное тесто, его нам нужно будет раскатать так, чтобы оно увеличилось по площади, и сделать так, чтобы из этого теста, у меня здесь ровно полкилограмма, получилось 2 лодочки, в которые мы будем прятать куриное филе, которое мы приготовили раньше. Итак, по центру одной половины теста укладываем куриное филе. А затем стараемся аккуратно тесто подгибать таким образом и склеить его с 2 сторон так, чтобы у нас получились импровизированные лодочки. Мясо у нас остается внутри лодочки, но не запечатанное полностью. Ну вот как-то так у меня получилось. Вторую делаем точно так же. Дальше вот эти лодочки укладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой, и я вижу, что тесто начинает расползаться, поэтому я взял зубочистки и вот таким вот образом старался их подколоть, так сказать, прикрепить их к мясу, чтобы они во время выпечки не поразлазились. Но затем на верхушку на мясо укладываем по 4-5 кружочков из помидор и отправляем все в разогретую духовку до 200 градусов на 35-40 минут. Через 35 минут достаем лодочки из духовки и видим, что зубочистки для удержания формы лодочек нам не помогли. Нужно что-то придумать еще. Берем остатки твердого сыра, посыпаем все еще твердым сыром и отправляем обратно в духовку на 5-10 минут для того, чтобы расплавился твердый сыр. Ну а в итоге, друзья, получилась вот такая вот необычная красота. Получилось, конечно, немного не так, как я задумывал, но я вас уверяю, получилось обалденно вкусно. Перед подачей блюда на стол решил еще прикрасить все свежеизмельченным укропом. Ну и наконец-то настало время для того, чтобы попробовать, что же у меня получилось. А получилось, друзья, все обалденно вкусно. Мясо получилось сочным, хорошо пропеклось, а самое главное, я боялся, что не пропечется тесто. А тесто в этом блюде получилось еще даже вкуснее, нежели мясо. В начале ролика я говорил, что немножко не уверен. Я боялся, что когда тесто пропитается соками из мяса, оно не пропечется, а оно пропеклось и даже очень хорошо. А из-за того, что оно пропиталось соками из мяса, оно стало обалденно вкусным. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Надеюсь, что вам понравится такое блюдо, попробуйте приготовить и обязательно в комментариях напишите, что бы вы сделали для того, чтобы лодочки нам не поразлазились, как у меня, а держали отлично форму. Также посмотрите еще одни лодочки, которые я делал очень давно, они получились тоже очень великолепными и для праздничного стола. Ну а мы с вами встретимся в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорой встречи!